Вот и надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиола. Знаете, я тут вижу сейчас есть дух пятерка, элементалист, и есть Зевс. А это означает что? Правильно. Сегодня мы будем пытаться реализовать духов. На самом деле, за сегодня это, наверное, моя третья попытка. Но ради контента стоит попробовать собрать этих духов. Мне так их разрекламировали, сказали, что духи это имба, прям класс. Собираешь аппаратов в двойку, собираешь огним, цепочку и все. Как песни выносишь все подряд, никакая нежить тебе не страшна и так далее, и так далее, и так далее. И в целом духи это имба. Ну ладно, я на самом деле рофлю, так мне не говорили. Просто я знаю, что аппарат в двойку под аганиму, под всем, что... под всеми нужными предметами, он шикарен. В действительности он шикарен, он классный, он сильный. И под 9 магами он еще намного сильнее. Как-то так. Но я не особо верю в духов. Духи, на самом деле, это какая-то такая слабая синергия. Ну, мне даже тут добавить нечего. Я не люблю духов. В этом патче они такие же самые useless, как и год назад. Поэтому я их не люблю не реализовывать, не записывать. Поэтому лучше добротных собрать магов. Это 5 драконов, 4 бога, 4 элементалиста и 9 магов. Вот такой билд. Это шикарный билд. Но, естественно, если получится. Дух пятерка жрец это, конечно, вкусно, прекрасно, замечательно. Но, зная свою удачу, и все вы ее прекрасно знаете, я в каждом ролике о ней говорю, не верю я в него. Вот и все. Вот не верю ни в аппарата, то, что мне придет рано. И не верю, соответственно, и в духа пятерку. Он просто не придет в двойку и все. И вся малина моя улетучится. Такое ощущение, что ее даже и не было. Поэтому... Ладно, посмотрим. Посмотрим. Вот так вот берем, вот так вот делаем, вот так вот. И пытаемся. Посмотрим, что из этого выйдет. Не буду, скажем так, заранее расстраиваться. Возможно, мне придется через лустрик стартануть, пока что, конечно, неизвестно, но, скорее всего, лучше всего, я бы даже сказал, так сделать, это стартануть реально через лустрик. То есть сейчас взять уровень, стартануть через лустрик, а там уже как оно пойдет. Может мне там... Но я сейчас возьму острые наручи. Я беру острые наручи со старта в приоритет арканцов, потому что у меня есть тиник в двойку. А так как у него много хп, в принципе, он пару фигур за собой может тащить перед смертью. И это будет максимально классный инкам со старта. Через лустрик. Прям, ну вот. На самом деле, самый идеальный лустрик это когда вы играете через, естественно, жрецов, да, чтобы баночки экономить. И максимально минимально получаете минус по хпшке. Вот тут в данном случае я даже с тиником в двойку выиграл. Ладно, я такого не ожидал. Я такого тем более не хотел. Ой-ой-ой. Такое мне нравится. Такое мы одобряем. Я даже могу богов поставить. Вот беру Марса. Беру Марса. Или через лустрик все-таки еще поиграть. Наверное, стоит через лустрик еще поиграть. То есть, если я еще... Ну да, наверное, я все-таки через лустрик поиграю. Я не буду пытаться на винстрик встать. Хотя можно было бы и попробовать. Но... Ну, не верю я как-то в духов со старта. Ну, вот не верю и все, хоть бы, ну, хоть тресни. Но не верю, вот не верю. Там вот 4 орка намного сильнее будут, чем вот эти вот мои духи сейчас. Даже если бы у меня было 4 духа, 4 орка намного сильнее со старта, нежели вот эти вот 4 духа. Единственное, что мне может спасти, это разор в двойку ранее, и тогда в действительности я могу и становиться и на винстрик. Тут мне, кстати, повезло. Окаменение сработало как надо пару раз. Я даже выигрываю каким-то чудом. Боже. Это нечто. Это в самом деле из-за того, что у меня, во-первых, есть острый наруч, во-вторых, у меня есть тиники, в-третьих, у моих противников стол не очень сильный. Вот сейчас ко мне придет бог, ну, орк, вот это 4 орка. Вот там 4 орка меня так раскрутят, что мне так в жизни не крутили. Там, кстати, еще один чел есть на лустрике, это, конечно, плохо. Для меня это не айс, нужно будет этот момент проконтролировать. Но даже если я сейчас и выиграю его снова, то есть, на самом деле, я бы хотел, чтобы ко мне пришел бы сейчас вот этот тот чел, который играет на лустрике. Тогда я смог бы себя чувствовать намного увереннее. Я, кстати, все-таки попробую, наверное, постоять на винстрике, так как он у меня есть со старта, а там уже посмотрим. Как-то так расстановку сделал. Ну вот, смотрите, сейчас у меня против меня 3 охотника. Вот мы еще посмотрим, кто кого. Даю ставку, точнее даю ставку, ставлю ставку, что он меня вынесет.
Элементарно окаменение не работает на охотников. Вы посмотрите, сколько раз они стрельнули и ни разу в камень не превратились. Нормально, так Тиник только что Траксу закинул. А, тут слишком жесткая фура. Понял. Понял. Ни слова больше. А, выиграл. Я думал, меня сейчас пеньки забодают. Ух ты. Не, ну 2 разора это не 1 разора. 2 разора это уже хорошая заявочка. Может, он мне и в двойку ранний придет. Ну, когда так со старта приходит, то ладно. Так замечательно. Там есть и гида в двойку. А из-за того, что у меня кучный билд, и, скорее всего, она мне ваншотнет всех. Не знаю. Я попробую, наверное, максимально элементалистов поставить. Что еще делать? Ну, то, что там и гида в двойку, я даже не знаю, как лучше расстановку сделать. У меня есть 2 разора, которые, если будут на максимальной тычке бить, они будут максимально минимально импакта давать. Максимально минимально. Вот это вот новая фраза, ребят, запоминайте. Максимально минимально импакта. Запомните эту фразу. Максимально минимально. Короче, надо заводить твиттер и писать цитаты. Все. Раунд проиграл. Можно и на лустрик встать. Все, погнали. Погнали на лустрике катать. Ой. Кстати, ребят, мне к вам есть вопрос. Напишите мне в комментариях, как сейчас микрофон себя ведет. То есть мне интересно, заливается ли микрофон, грубо говоря. То есть слишком ли громко его слышно и тому подобное. То есть фонит он или нет. Потому что в предыдущем ролике у меня ограничитель сломался на ролике, на видосе. Ну, как на видосе. В OBS почему-то ограничитель пропал в виде фильтра. И у меня, как бы, знаете, заливался микрофон. Намного громче был, чем должно было быть. Поэтому мне очень интересен этот вопрос. Скажите, насколько меня сейчас слышно, не бью ли я по ушам и тому подобное. То есть, как в предыдущем ролике. Предыдущий ролик, конечно, я думаю, не айс вышел из-за этой темы. Неприятненько, так сказать. Ну, кстати, 4 орка, сайленс на все лицо. Ну и Жагер, естественно, меня сейчас раскрутил. Ну ладно, это уже не так важно. Я сейчас на лустрике. Ну, хотя бы парочку забери. Еще! Ну, конечно, на последней секунде он кабана. Кабана засумонил. Ладно, в принципе, мне грех жаловаться, у меня пока порядок. Фу-фу-фу, пока порядок. 20 монет, 9 раунд. Неплохой стол, куча дублей, конечно. Вот если бы брать дублей, сделать бы Разора в двойку, Марфа в двойку, ну и найти 4-ю элементалиста, то было бы вообще замечательно. Вдруг кто не знает, у синергии духов сделали тему, как у рыцарей, как у охотников, что каждая синергия срабатывает по отдельности. То есть у каждой своей синергии вот этого уровня, то есть там 2 духа, 4 духа, 6 духов, у каждого свой процент срабатывания, работают отдельно друг от друга, без КД. Вот это единственный плюс, это без КД. Но вот... Ладно, давайте посмотрим, когда будет 4 элементалиста, как оно будет себя вести. Пока что я недоволен. Я недоволен. Выглядит это ужасно. Сейчас мобы. На мобов я могу выставить весь свой билд. Вот сейчас, кстати, посмотрим, насколько сильно окаменение зарешает. Надеюсь, намного. Но не факт. В общем, вопрос вы слышали по поводу микрофона. Я жду фидбэк. Уделите минуту и скажите, как мне слышно. Не заливается ли мой голос? Ну, я, в принципе, и так заливаю красиво в уши, но не заливается ли микрофон? Вот это вот интересно. А то, что красиво в уши заливаю, я и так знаю. Так, 1 раз окаменение сработало. 2 раза. 3 раза. 3 раза сработало окаменение. Угу. Импакт есть? Неплохо. Ну... В самом деле, можно поставить и 9 маков пока что, когда я буду выходить в элементаристов.
Бредовые шмотки упали. Молнии более-менее, но все равно это бредовая шмотка. Кстати, талисман этот я скипну. Мана плюс 40 лишней не будет. Это хорошо. Когда так расстановку сделаю, так как там есть и гида в двойку. Боже, какой у него стол сильный. Он без денег, конечно, но у него стол сильный. Тут, конечно... О, кстати, смотрите, там сейчас чел играет. Вот. Внимательно показываю вам плюсы боевого пропуска. Показываю плюсы. Смотрите, вот никто такого не покажет, я покажу. Я сейчас убираю весь свой стол. Я уже заранее знаю, видите, там галочка у чувака не стоит. Вот видите, галочка не стоит у него. Это означает, что он следующий ко мне придет на очереди. Я вот сейчас до сих пор на лустрике получил минус 2, брал весь свой стол и получил минус 2 закономерных. Четко? Я тоже так думаю. Поставлю, наверное, панду. Мало ли мне там придет панда-шаман. Кунг-пу. Чел там на охотниках. Вот какой? На самом деле, то, что он там на охотниках, это, конечно, круто. Вот и посмотрим импакт элементалистов. Ну, духов. Не элементалистов, духов, ладно. Элементалисты, это почему-то я так задумался, это, по-моему, в доте когда-то было элементалисты или что-то типа того. Не помню, откуда эта фраза, элементалисты. Ну, короче, элемы, духи, элемы, без разницы как. Думаю, тут и так понятно, это духи. Вот будем смотреть сейчас, насколько импактовое окаменение. Я не верю лично в это импактовое окаменение. Даже если против вас какие-то охотники, вот, ну вот просто оно не работает. Вот у меня 25% шанса старта. Оно ни разу не сработало на этих охотников. Спасибо. Похавал. Вкусно было. Подождите, лапшу сниму. Оставлю лучше Думу. Панду эту продам, она бесполезная, тоже не приходит ничего. На один раунд поставил, или на два, там сколько, у меня же из головы вылетело, сколько раундов стояла у меня эта панда. Не пришло ничего, ну и ладно. Так, боги-орки, я вижу, там собираются, вижу, эльфы собираются. То, что собираются там боги-орки, мне как-то, ну, 50 на 50. Хотя, на самом деле, боги-орки меня нормально так законтрят и вынесут. Особенно Джаггер. Джаггер, которому на магический урон абсолютно плевать будет. Хотя, если окаменение сработает на Джаггера сквозь крутилку, то там 20% урона нанесется. Хотя это такой, ну... Ну, короче. Короче, посмотрим. Ну вот сейчас хорошо сработало окаменение. Много раз сработало окаменение. Я сейчас из-за этого смог максимально сэкономить хп. Вау. Можно и в шаманов под шумок перевоплотиться, а? Или не делать такого. Я даже на самом деле не знаю, как импактнее. Мне бы разор в двойку пришел бы, было бы намного импактнее. На самом деле, оцените мою ситуацию сейчас. У меня 71 хп, 7 уровень сейчас будет. У меня есть баночки. Пока, тьфу-тьфу-тьфу, все замечательно. Надеюсь, так и дальше будет. А, ну тут невозможно уничтожить, тут тренд. Тренд даже не успел закастить ничего, понял. Добротный минус 11 по лицу мне прилетело. Ну ладно, что ж. К косметологу зато не надо будет ходить. Мне и так отрихтовали здесь лицо нормально. Не знаю, как-то такую расстановку сделал сейчас. Может получится что-то из этого, а может и нет. В принципе, если мне придут шамана 4 штуки со старта, я бы поставил шаманов. Но не хочется изобретать велосипед сейчас.
хочется сыграть на том, что действительно это работает. То есть, если я поставлю 4 шамана и буду дальше играть через лустрик, это, в принципе, может нормально работать. Но моя идея заключается в том, что я хочу духов магов. Вот хочу попробовать духов магов, убедиться в очередной раз, что духи не работают, и все. Благо, здесь нету никакого гритера. Был бы гритер со... Нет, ну нет. Окаменение, работай, работай, окаменение, работай. Благослови тебя, рандом. О, а это нам надо. Это нам надо. Вот бы еще и Разор пришел. Вот у меня сейчас 8 уровень будет. Вот следующий раунд у меня 8 уровень. Вот мне интересно, на каком раунде ко мне придет дух пятерка. Кстати, вот, ребят, вам на будущее. Запомните и напишите мне в комменты, на каком раунде ко мне придет дух пятерка. Мне кажется, это будет неутешительный прогноз. Вот у меня сейчас 8 уровень будет на 17 раунде. Напишите мне в комменты, на каком же раунде все-таки ко мне придет дух пятерка. Вот ни разу сейчас не сработало окаменение, и меня просто чел на нежити испепелил. Без шансов. Так, отлично, морф пришел. Улучшение, которое я заслужил. Так, у меня есть 3 двойки. Тиника я особо не верю. Можно магов поставить. А, не могу. Не хватает. Не хватает. Я как-то в морфа сейчас больше верю. Как керри с руки. Димы дух маг. Разора, кстати, я поближе поставлю. Из предыдущего раунда я понял то, что Разор не достает до краев. От слова совсем. Ему плевать. Все-таки кунку продам. Может, трента попробую собрать. Может, получится. Если бы получилось трента собрать в тройку со старта, то, думаю, было бы неплохо. Ничего себе! Вы гляньте, чел, каких инсектоидов вытащил. Эгиду в тройку он вытащил. И червяка в тройку он вытащил. И минус 18 мне на лицо вытащил. Еще и 2 котла пришел. Обалдеть. Ну так я сейчас магов поставил, кстати. Кстати о птичках. Маги готовы. Мне бы, знаете кто? Мне бы ЦМ-ка и волшебное зеркало. Было бы идеально. Сейчас у меня как бы билд немного сильнее стал. Но сказать, что это утешительно, нет. А, вот в чем прикол. Его дубликат эгиды умер, и появилась эгида тройка. Но эгида тройка, то, что появилась, это сильно. Ему повезло. Обычно там как? Самая дорогая фигура должна появиться. У него есть червяк там в двоечку. И поэтому червяк в тройку появился. Ну, ему, короче, повезло то, что гида именно появилась, а не... Хотя ему и повезло то, что именно червяк появился. Ну, короче. Я тут не о тех проблемах задумываюсь. Инсектоиды, я думаю, еще как-то я вывезу магами. Особенно, если у меня маги-боги. Я тут вообще чела каким-то образом вынес. Он там что-то собрал орков и горн, и по итогу проиграл мне раунд сейчас. О, кстати, спасибо. И боги, и маг. Нормально так. Мне Гран-Геральда не хватает. Мне нужен Гран-Геральд. Как только Гран-Геральд у меня появится, будет все хорошо. Можно, в принципе, уже богов оставить, а можно не оставлять. Может и дальше через лустрик поиграть. Я, наверное, так и сделаю. Я лучше дальше немного через лустрик поиграю, только поставлю вот такую вот билд. То есть у меня будет 4 элементалиста и 3 мага. Как-никак это, ну, будет немного лучше. Немного, но будет лучше. Ой-ой-ой, это моя... Благо, чел еще играет до сих пор не через фулл эльфов. Так, ну тут тренд. Ну тут плевать. Не работает сейчас у меня окаменение, зато работает прекрасно закаточная машина. Тут сейчас Фурион еще на суммоне толпень народа, и будет замечательно. Ну ладно. Будем пытаться вывести этот движ. Движ Париж.
А довольно-таки быстро мне улучшение пришло. Я думал, вот этот маг элементалист дольше будет приходить. Чел аж на китайском записал. Значит, короче, вы поняли. Чел аж на китайском начал писать. Вот, что я хотел сказать. Ну как? А? Не знаю, что его там так возмутило. Но мне, в принципе, и не интересно. Поставлю, кстати... Во. Во. А не во. Во. 6 магов и 4 элементалиста. Вот это вот хорошо. Кстати, в острый наруч я закинул в этого духа мага. Из-за того, что он превращается в вот эту вот штучку. Не знаю, как это назвать. Как это называется? Короче, он в вазу превращается, начинает всех агрить на себя. У него куча физической брони. Ну и, в принципе, все замечательно. И острые наручи, естественно, дольше живут. Как под заказ. Реально как под заказ. Еще БЦМ-ку теперь в двойку. И котла в двойку. И жизнь прекрасна. Кстати, клевер, если что, на духов работает. Вдруг кто не знал, то клевер работает на духов. Но насколько это импактово, это решайте сами. Как по мне, ну, есть импакт все же от этого клевера в духов, но не прям чтобы вах-вах-вах. Такое, ну, сомнительное решение брать клевер в духов. Сомнительное. Главное не забыть, что у меня есть баночки, и в ответственный момент их проюзать. Я только что момент вспомнил. Короче, как-то играл я через лустрик. У меня там оставалось здесь хп, я играл через богов орков, а потом думаю такой, ну, в принципе, нормально. Чем меньше хп, тем больше, соответственно, у меня хп, тем замечательнее, тем все окей, и т.д. и т.п. А потом такой, через мгновение я осознаю то, что чел меня выносит, а я забыл за это, то, что у меня есть баночки, я уже опустил руки, а потом, когда вспоминаю, что у меня есть баночки, я на последней фигуре, когда он ее добивал, успел проюзать эти баночки и не откиснуть. Боже, там у меня было 15 банок, я их просто успел проюзать. Если бы не успел, я бы вылетел. Ну, кстати, нежить меня нормально так и приходовала сейчас. Но это нежить. Хорошо, что у него не 9 нежити. Было бы у него 9 нежити, я бы уже в next катку искал. Next катку искал. А то я что-то неправильно сказал. В next катке искал бы. Что? Ну, 46 хп. Ну, так себе восстановил, конечно. Я рассчитывал хотя бы немного больше получить хпшки с этих вот эссенций. Как же интересно, о чем они там общаются. Если бы еще был вот этот автопереводчик, грубо говоря, в чате нормальный, корректный, можно было бы и почитать, что они там такое пишут. Но на самом деле многого хочу. И автопереводчик, не может мне еще и баланс в игру завести. Может еще и убрать сломанных героев. Это уже из разряда фантастики. Сломанных героев убрать. Баланс завести. Где вы такое видели, а? Там он, кстати, чел собрал 9 нежити под ником Хакуна Матата. Хакуна Матата. Итак, это инсектоиды. Ага. Челу не повезло в этот раз. У него не появилось не... У него не появилось... не появился червяк. У него появился скорпион. И еще один скорпион. Вот это, конечно, хорошо для меня. На самом деле... А, не хорошо, ладно, у меня все равно вынес. Но хотя бы не так сильно по лицу дал в этот раз. В тот раз он мне минус 18 отвесил, а в этот раз минус 10 отвесил. Поэтому порядок. Если бы ему пришел червяк, ох, какие же у меня были проблемы от этого червяка. О, хан сюда. Хан, это нам надо. Это нам надо. Так, как же поступить? Пока никак. 9 уровень. Мне нужно усилиться. Мне нужен котел.
В очередной раз убеждаешь, что тренд в тройку это прям то, что надо, то, что для души. Спасибо, котел. В 23-м раунде. Замечательно. Так, Лина в двоечку. Я думаю, 4 бога все-таки стоит оставить. Я, кстати, клевер закину в котла. Мало ли кто-то будет прыгать на котла. И хотя бы окаменение получит в лицо. Да, я, наверное, 4 бога все-таки оставлю. Пусть у меня будет лучше 4 бога, 4 менталиста и 5 магов. Хотя 6 магов намного посерьезнее проблема будет для противников моих. Ой, не знаю, короче. Чем чаще я буду кастовать, тем будет лучше, как по мне. Да, естественно, не так много урона будет, но этот урон компенсируется количеством урона. Котел, допустим, сейчас нон-стопом будет заливать. Прям, ну, стопка за стопкой, как мы видим. И неплохо. Да, неплохо так. Боже, что такое? У меня глаз один слезится. Интересно, на каком мне раунде придет дух жрец? Вот жрец пятерка, на каком раунде ты придешь, а? Знаете, на каком раунде придет? Когда я буду откисать. Вот когда я буду откисать, тогда он придет. Вот бы на Зевса. Я бы очень хотел поныть на Зевса. Зевс, приди. Ты мой 6-й маг. Мне не нужен хан. Ну, мне нужен Зевс. Лучше бы вместо хана пришел бы Зевс. И знаете, у меня было бы тогда уже 4 бога, 6 магов и 4 элементалиста. То есть, более-менее хороший билд был бы. Там 9 мертвецов, один, второй. Один на винстрике. Вот тот, что на винстрике, это такая заноза будет. Так, отлично. Яичко пришло. Выйду, наверное, из инкама все-таки. И лучше я поставлю 6 магов. Так у меня будет больше Злята Зеса я обожаю шмотку. Как говорится, Злята Зеса это для души. И, наверное, надо попробовать предметы скипнуть. Потому что многие предметы мне здесь вообще не нужны. Так как у меня есть СМ-ка с волшебным зеркалом, я могу рискнуть. Ну, Хекс. Ну, Хекс, а что еще? Хекс-то Хекс. Хекс, кстати, неплохой предмет. Я бы, конечно, хотел, чтобы не Аганим пришел, но мне пришел Хекс. И спасибо на этом. Хекс есть, и за это хотя бы спасибо. Вот бы, конечно, Зевс. Зевс было бы круто. Я бы мог убрать от этого хана, поставить Зевса, у меня было бы 7 магов. И потом бы я мог убрать одного мага и поставить... А, у меня не получилось бы. А вот это уже проблема. У меня бы не получилось сделать 6 элементалистов, 6 магов и 4 бога. А неплохо это? Как же хорошо я только что задушил нежить. Вот такое мне нравится, такое я обожаю. Еще и книжки получу. Да, вообще песня. Так, разор еще есть. Ну, разор мне на самом деле не нужен. Или нужен. Не знаю, пусть пока будет. Пусть пока будет. Молю бога рандома о том, чтобы не пришел Зевс двойку. И аппарат двойку. Да что ж такое, как же глаза слезятся. Ужасно. Три мертвеца, один инсектоид и бог-орк-шаман. Угу. С крутилочкой. Неожиданно такое. Крутилочка. С отхилом. Все как надо. Угу, угу. О, там еще чел на нежити нашел себе маску 5-го тира, понимаю. В самом деле, тут против нежити один контрпик есть. Это вот этот бог-орк шаманы. Но у него слабые сейчас боги-орки шаманы. Вряд ли он сможет затащить.
Так, снова инсектоид, дубль 2. Давай, ну вот мы сейчас с тобой поговорим. Ого, ты скорпионов насуммонил. Не знаю, у него сомнительный билд, если честно. Вот скажите, как вам этот билд его инсектоидов? Как по мне, это сомнительно. О, наныл. Цемочка есть, плюс 1. А нытье-то работает? А нытье-то работает? Зевса хочу наныть. Как мне не хватает Зевса в мой билд? Как же мне не хватает Зевса в мой билд? Где мой Зевс? Ну, рандом, ну помоги. Молитва о рандоме, о боге рандоме и молитва про нытье. Надеюсь, работают. Фух. Верю. Верю в рандом. Ну, кстати, то, что у меня есть ЦМ с волшебным зеркалом, очень хорошо. У меня не такая проблема с маной. Вот вообще не такая проблема с маной. Один тик, у меня сразу фуловая мана. Это, конечно, не боги, драконы, маги. Но тоже неплохо. Еще раз нежить накажу, да? Боже, как же этот жрец душит. Еще и винстрик ему сбил. Вот такое мне нравится. Вот такое я одобряю. Короче, что вы понимали? Так, Леона мы по-любому берем. Только что вот эта жрица света, бог-жрец, нормально так душанула Муэрту. Просто накинула свои цепи нам. А вот это уже хорошо. Жрицу света я хочу оставить, по-любому. Она только что такой импакт закинула, и я после этого буду ее скипать, да не дай бог. Я буду максимальным дураком, если скипну жрицу света. Максимальным. Так, 3 нежити против моих магов. Кто кого? Вот, ребят, на текущий момент напишите, смогу я занять топ-1 или нет. Вот на текущий момент, прям сейчас, прям вот сейчас берете, ставите видос тут на паузу и пишите в комментариях, смогу ли я занять топ-1. Боже, как я их стираю. У меня даже нет фуловых сейчас элементалистов, но все равно я их стираю. Жрица света все-таки надо апнуть. Надо, но потом. Мне бы сейчас Зевса в двоечку. Знаете, чтобы мне выставить 6 элементаристов, 6 магов, 4 бога, мне нужен 11 уровень. Минимум 11 уровень. По-другому я не смогу их выставить. А, не смогу, в принципе. Знаете как? Если мне пойдет божественный отпечаток. Правильно ж? Ну да. Если мне упадет божественный отпечаток третьего тира, я ставлю Тиника и я ставлю аппарата, закидываю кому-нибудь из них божественный отпечаток, и тогда у меня, получается, остается 4 бога, но уже с 6 элементалистами. В принципе, ну, как бы неплохо. Неплохо, но не идеально. Либо же 11 уровень. 11 уровень я вряд ли возьму. У меня тут, если что, фоном собака разбушевалась почему-то. Я надеюсь, этого не слышно на ролике. Если слышно, то это печально. Это вырезать я не смогу. Никак. У меня 10-й. О, цепочка, отлично. Цепочка под аппарата пойдет. Предметы скипнуть я, наверное, не смогу, да, на агоним. Мне не хватит элементарно. Да, мне не хватает. Только если я еще взгляд Азеса скипну. Но взгляд Азеса я не буду скипать. Взгляд Азеса это сильная шмотка. Она очень жестко дебафует на минус от хил и на минус скорость атаки. А так как против меня нежить, мне это и нужно. Хотя там есть Муэрта проклятая, которой вообще плевать. Когда ее в тройку собираешь, она начинает словно с пулемета настреливать. Там взгляд Азеса до одного места. А тут, кстати, я возьму сейчас палку скипну. Возьму, наверное, колечко или магический посох. Наверное, магический посох, хотя 15%.
Ну, пусть будет магический посох. Я думаю, не ошибусь я. Как-никак. Хотя сколько это урона? 15%. Ну, там минус... Ну, минус сопротивление еще есть магическое. Короче, я думаю, урон оно какой-то прибавляет. Но я не думаю, что прям критично. Там, кстати, сейчас чел уже соберет себе Муэрту в тройку. Когда он соберет Муэрту в тройку, вот мы и проверим, насколько это будет импактово. А он уже чел БКБ собрал. Уже душит. Как же душит жрица света. Ее даже скипать не хочется, отвечаю. Насколько она мощно душит. 2 раза только что накинула свои цепи, и из-за этого чел не смог меня нанести ничего. Вообще ничего не смог мне нанести. Нормалек. Я Тиника надеюсь, что найду потом. Даже если не найду, мне все равно аппарат еще не упал. Я уже не верю в то, что мне аппарат упадет. Даже если он упадет, мне минимум он в двойку нужен. Минимум в двойку. Если он будет в единицу, то толку от него. Естественно, от него толку не будет. А вот Зевс может хорошенечко напрячь. Как минимум он может ваншотнуть весь стол моего противника. Как минимум. А как максимум ваншотнуть в 2 раза стол противника. Плюс минимальный КД. Ой, посмотрим. Верю в лучшее. На самом деле мне бы сейчас божественный отпечаток, аппарат в двойку, и у меня было бы, ну, либо же 11 уровень. 11, конечно, это такое, 50 на 50 я смогу взять. Я думаю, даже не смогу 11 взять. Оп. А чё так мало? А чё Зевс так слабо ударил? Не, ну 9000 урона магического это жестко, но почему он только убил со старта одну цель? Почему по одной цели вообще ударил? Да. Ну ладно. Ну ладно. Боже, битва нежити. Знаете, что самое жесткое? Вот этот джибит, у него много муэрта. Как только выносится один из... Вот сколько, смотрите, у него 5 муэрт. Как только вынесу одну из нежити, ему приходит 100% муэрт, он ее собирает в тройку, он мне рвет одно место, у меня начинает бомбить. И все. Не было бы столько много хп у него, было бы все замечательно. Но у него слишком много хп. И самое абсурдное, когда он соберет себе Мэрту в тройку, он может много моих фигур уничтожить, они будут в двойку, и он мне за один раунд снести 36 хп. Надеюсь, конечно, этого не случится, но зря я сказал эту фразу, потому что это случится. Знаете, как из Мстителей. Если я скажу, что случится, этого не случится. Только у меня это наоборот. Зевс вообще не надамажил тут. О, глянь, кто пришел. Только ты мне уже не нужен, дорогой. Для меня ты уже бесполезный. Ну, ладно, не бесполезный. Его в двойку собрать, он будет полезный. Мне бы, конечно, хотелось взять 11 уровень. Так как найти еще божественный отпечаток, это что-то из ряда фантастики. Может, попробовать предмет рвануть, получится? Ну, давай. Есть! 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 Так. Аганим. Это хорошо. Ну, вот, кстати, я остался сейчас нежитью 1 на 1, вот и посмотрим, кто кого. Пока он Муэрту в тройку себе не нашел, это отлично. Пока что. Боже, вот кто меня за язык тянул? Вот сейчас же он найдет себе Муэрту в тройку, и я не смогу вынести ему 51 хп быстро. А мне надо, кстати, тиник еще. Я тиник аж продал. Молодец, молодец. Пул духов у меня нет. Но дух нанес всего лишь 2200 урона. Это очень мало.
Там Зевс ваншотнул весь стол противника. Это не дух ваншотнул, а Зевс. Пока что я стою на своем, что дух... Ну, дух сильный, по-любому будет сильный. Но Зевс с такими предметами намного приятнее выглядит, согласитесь. Если он сейчас так продолжит дальше ваншотать стол противника, то будет прям четко. Можно, конечно, попробовать сейчас аппарата закирить. Но мне кажется, аппарат слабоват будет. Ну, сейчас мы это проверим. Хотя проверять... Ну, ладно. Ради теста я хочу попробовать аппарата пока покерить. Но если сейчас, когда я выставлю 6 духов, будет все очень грустно, то я больше духов собирать не буду. Вообще не буду. Максимум 4 штуки и максимум под 9 магов, 5 драконов, 4 бога. То есть, когда у меня прям фуловый стол будет. Мы по-любому же берем рефрешер, потому что у меня Зевс. Так, тут котел. Ну, аппарат, приди, аппарат. Приди, аппарат и тиник. Тиник нужен и аппарат. Так, тиника нашли. Теперь давай аппарата еще найдем. Итак, смотрите. Ох, какую... Я чувствую такую ошибку делаю, что верю в элементаристов. Ну, вот у меня прям в груди ёкает от того, что я сейчас делаю. Я Челу сейчас подарю победу, скорее всего. Я не верю в 6 элементалистов. Ну, не верю, не хочу. Мне трудно поверить в этих элементалистов. Вот трудно и все. Ну, как я говорил, чел уже Мэрт нашел тройку. Ой-ой-ой-ой, души молодого, души. Лучше бы я эти шмотки из аппарата выкинул. Но 12500 урона от аппарата. Я, наверное, сейчас попробую еще один раз. Сейчас божественно. Ладно, давайте попробуем последний раз. Я чисто показываю вам импакт духов. Вот именно в таком вот билде. Ради теста я готов пожертвовать победой. Я готов пожертвовать всем. Покажу вам просто, как реализуется 6 духов сейчас. Вот смотрите. Чисто делаю это ради вас. Лучше, я бы 100% поставил здесь Акири и все, я бы не парился. Ну, то, что я и говорил. Аппарат нанес 1500 урона со шмотками, и почему-то цепочка не сработала только что. По какой причине, неизвестно. Ну, короче, думаю, вы увидели результат чистых духов. Вывод неутешительный. Вот серьезно, вывод неутешительный. В духов, как я говорил ранее, духи бесполезная синергия. Она саб-синергия. И то на сдачу. Прям вот пытаться выйти в 6 элементалистов, это бред. Вот именно пытаться целенаправленно выходить в 6 элементалистов и надеяться на то, что он затащит, это бред. Может, я чего-то не понимаю, серьезно. Вот мне кажется, что я не понимаю этих духов от слова совсем. Вот результат моей работы вот 6 элементалистов. Ни одного раза только что окаменение не сработало на охотников. Ну, вот на нежить, всю в целом. Короче, вы видели все сами. Мой вывод такой. Я больше не играю на духах. Потому что это портит мне настроение. Мне не везет на легендарок, а духи собираются с легендаркой только, либо же через фул волшебников. Тратить фул волшебников ради элементалистов — сомнительное решение. Я рекомендую, вот смотрите, сам по себе аппарат — это сильный персонаж. Вот серьезно, сам по себе аппарат — это дух, пятерка, жрец. Очень сильный керри. Очень сильный керри. Но не через 6 духов. 6 духов очень сложно собирается. Очень дорогие фигуры. Чтобы сыграть через 6 духов, нужно вообще 12 уровень, на самом деле. Короче, я вывод свой сказал. Играть на этой синергии,
Ну, как бы, это мое мнение лично. Духи не очень, как по мне. Вообще не очень. Их нужно переработать, усилить, либо повысить шанс срабатывания. Потому что даже 6 охотников, когда были, они настреливали, не окаменялось ничего. Как-то так. Ладно, ребят. Я, в принципе, показал. Может быть, ролик немножечко такой негативный, надеюсь, конечно, нет. Ну, короче, оцените ролик. Не забудьте оставить лайк, если понравилось. Не забудьте оставить комментарии, чтобы помочь мне в продвижении ролика и канала. И в целом, всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи.